Всем большое человеческое здравствуйте, с вами снова Прохождение, мы продолжаем прохождение Steelrising. У нас сегодня побочное задание в люксембургском ансамбле. В доме инвалидов мы все выполнили. Будем развлекаться дальше, так что наливайте чай, берите печеньки и всем приятного просмотра. Не забывайте подписываться на группу ВК, страничку в Ютубе и страничку на сайте. Что, 400 метров, ну попробуем добежать. Посмотрим, раз те у нас задания все в одной куче. Блин, блочишь меня, зараза такая. Ничего, ничего, мы и не с такими справлялись. Блин, надо немного подлечиться. Блин, выносливости нету. Так, тебя в первую очередь добить надо. Чтоб ты их не бафал. Все, остался последний. А как я того убил? Когда успел? Все, лежи, отдыхай. Ну, с Великой Троицей мы справились. Немного патронов получили. Теперь я знаю, что удар ногой, который фигачит пламенем, тоже так нехило тратит очки боеприпасов. Блин, ты оказался первее. Ну ничего. Уклоняемся. Блин, выносливости нет, ну нифига. От слова... Приляг, отдохни. Блин, ты жизни мне сожрал. Так, далеко ли мне бежать? Блин, 300 метров в ту сторону. Ну идите вон, ну пожалуйста, не хочу я с вами воевать. И с тобой тоже, если честно, не хочу. Если есть шанс тебя избежать, то я лучше пройду мимо тебя и не буду сильно расстраиваться по поводу. Нет? Невидимая рука мне не даст, да, так хитрить? Придется искать обходной путь. Блин, все-таки попал. Я думал, успею проскочить. Но не получилось. Не фартануло. Так, давайте мы здесь восстановим свои жизни. Аптечки. У нас будет место отдыха, если мы все-таки сдохнем. А мы обязательно когда-нибудь сдохнем. Это же я. Тут ничего не может идти хорошо. Тут мы навряд ли, конечно, сможем куда-то пройти. Я прям сильно в этом сомневаюсь. Ну да, здесь надо только обходить вокруг. Искать, где можно зайти в данное увеселительное заведение под названием парк. И опять через этот долбанный лабиринт непонятно чего нам надо идти. Ну пошли искать. Правда, без понятия, как и откуда я туда заходил. Туда заходил, точнее. Так что придется помучиться. Так сказать, от безысходности нашего бытия. Блин, месье щит. Нет? Нет, тебя можно, в принципе, застакать, но... не так хорошо, как хотелось бы. Выносливость, выносливость. Нету нифига выносливости. Блин, ты был первее. Да что ж ты такой быстрый-то, а? Даже себя ударить не даешь. Блин, и как мне попасть обратно в парк? Туда же по-любому должен быть проход. Ну не поверю, что это нельзя никак. Блин, и карты никакой нет. Непонятно. Значит, нам надо возвращаться. Искать где-то обходной путь.
И только через этот путь пытаться обойти тот забор и зайти в парк. Долго, непонятно и сложно. Так, а это куда? Куда нас это приведет? Ну, давай вот так вот посмотрим. А, все, понял, куда нас это приведет. Я вроде это уже собирал. Так, ну мы пока обходим мимо. Значит, надо пройти через этих мобов. Все, лежи, отдыхай. Так, есть ли здесь возможность пробить стену и пройти как-нибудь быстрее? Блин, сильно я в этом сомневаюсь. Ладно, придется идти через верх. Блин. Ай-яй-яй, спускаешься? Отвлекся, называется, чуть-чуть. Ну, один прилег. Может быть, сейчас и второго уложим. Блин, выносливость закончилась. И как всегда, ровно одного удара нам не хватает. Точнее, мне рукожопу. Нет, недолет. Мне же не обязательно с вами воевать, насколько я помню. Мне же все равно надо пройти просто мимо. Там где-нибудь я заберусь наверх, и все у меня станет хорошо. Мне кажется, я зря это сделал. Да. Рановато. Ай, ладно, теперь придется бегать все по новой. Нет, сюда спрыгивать не надо было. Ну ладно, в принципе, не столь критично, как могло было быть, как могло показаться. Так, нам сюда не надо, значит, мы идем дальше. Нет. Ой! Я и забыл, что ты здесь обитаешь. Иди нафиг. Еще я с тобой тут не развлекался. Еще и поджег меня. Блин, выносливость, как всегда, выносливость заканчивается абсолютно не вовремя. Так, мимо. Не попал. Ну да, давай запрыгивай. Так, отсюда нам надо попасть в ту сторону. А как мне это сделать? Ладно, не забрал, так не забрал. Ух ты ж, еще один. Как вас здесь много, оказывается. Ну, вроде бы от всех убежали. Блин, такой долгий путь надо проделать, чтобы просто дойти до места назначения. Попасть в гребаный парк. Так, давайте вот здесь мы восстановим жизнь, восстановим мобов. И отсюда мы уже будем пытаться двигаться дальше. Присядем, посмотрим, что у нас есть, что мы можем продать, получить. Так, нет, продажа. Так, выносливость пускай останется. Это мы продадим. И это, в принципе, тоже можно продать. Снаряжение. Ничего нету, модулей нету, материалы. Только если купить материалы. 7,5, дороговато. Да и тем более мне пока не сильно нужны данные материалы. Так,
У нас уменьшается расстояние, значит я бегу в принципе... Не в правильном направлении. Надо было промежуток возле статуи проходить. А я что-то пошел немножечко не туда. Выжигание хорошо восстанавливает выносливость, только если бежать прям реально до последнего. Приляг, отдохни. Ну не вставай, ну пожалуйста. Мимо. Блок. Все, лежи, отдыхай. Я лучше воевал бы с твоим собратом, который ходит дудкой и фигачит льдом. С ним немножечко попроще. Слушай, а может быть я теперь какой-нибудь шорткат смогу открыть? Почему бы и нет? Правда, не помню, что здесь что-то можно было разрушить ногой. Все, лежи, отдыхай. Немножечко заглючило. Бывает, бывает. Роботы тоже не без греха. Так, к жизни. Блин, 200 метров. Ну, пошли. Так, у нас еще одно место отдыха. Давай-ка мы им воспользуемся. Не-не-не, у меня все равно денег нет. Оружия нет, которое я мог бы улучшить. Так что можно смело идти дальше. Так, и проходов пока, которые можно разрушить, я тоже не наблюдаю. Получил по хребту сзади. Все, отдыхай. Так, ну мы уже почти приблизились к месту назначения. Все равно обратно можно будет потом просто прийти к помещению босса и там перепрыгнуть. Как бы вернуться не является сложным занятием. Все, лежи, отдыхай. Спасибо, что мне помогла с ресурсами. Ну давай, бей. Ты не уклонился. Отходим, хилимся. Не-не-не, я не дам тебе вытворять такую нечисть, как ты хотел. Ух ты, что ты много чего дал. 70 метров. Приляг, отдохни. Блин, закончилась выносливость. Блин, блок. И чё, каждый его удар по мне меня морозит? Ну, видимо, да. Так, 43 метра. В принципе, я иду в правильную сторону. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Стоп, а мне... Я разве здесь уже не активировал статую? И там сокровище не забрано. Ладно. Странненько, ну. Имеет место быть. Так, куда мне карта? Вот в ту сторону 20 метров. Ну, пошли. Так, о, здесь сундук. Вначале берем сундук, потом записку, потом еще записку. Зачем жетон? Без понятия. Так.
Ну и все, у нас задания остались только в монастыре, и вот это арава, с которой надо поговорить, который прячется в заброшенной церкви. Но туда еще надо как-то добежать. Каким-то хорошим, чудесным и непонятным для меня образом. Давай попробуем пройти здесь. Надеюсь, меня никто не попытается убить. Не хотелось бы умереть, так сказать, раньше времени. Жизни. Так, нет, не хочу. Спасибо, не надо. А я... Вот я дурак, а? Нет, не дурак. Стоп. Если здесь был где-то рядом такой быстрый проход, я реально буду чувствовать себя дураком. Да, был. И не надо было идти к боссу, а я оббегал, огромный крюк делал, чтобы туда добраться. Обидно. Я бы сказал, очень обидно. Блин, выносливость закончилась. Ладно, придется обходить еще раз. В принципе, мне не привыкать. Почему бы и нет? Восстанавливай выносливость, надо прыгать. Так, есть, идем. Не спи. Так. Да, мы могли просто пройти и куда быстрее. Но это же я не могу по-другому. Мне нужно всегда искать какой-то длинный, дебильный путь, чтобы добраться до места назначения. Считай, всю карту оббежал, чтобы просто сходить и взять записку. Ну ладно. Оббежал так оббежал, деваться мне все равно некуда. Давай начнем с тебя. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? They are not in your possession. No, not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the Armoire de Fer, in the Palais des Tuileries. Do with them as you see fit, as long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be Хоть кому-то successful. хорошие новости принесли. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, messieurs, to what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette.
I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight, unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms, and everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. Так, мы тут со всеми поговорили? Нет, не со всеми. Еще как минимум двое. Ну давай поговорим с тобой. Ah, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Does the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named Francois Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Так, с тобой мы поговорили. Ну, давайте пройдем по часовой Monsieur стрелке. Lavoisier, Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. what is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations and you want to deprive us of such a valuable resource? What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see.
So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. Francois Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, madame. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Да, куча пороха не под контролем. Это довольно-таки печальный вариант развития событий, я бы сказал. Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? Minister Necker claims that you are a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What lock could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Так. Расспросить патриотов. Блин, опять задание висит. А вы издеваетесь, мне что, между ними ходить до конца серии? I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Да, подозрительный чувак, ничего не скажешь. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. I did not find the warehouse. Vraiment? It's near Les Invalides, not far from Monsieur de Vaucanson's workshop. I did not find the warehouse. Vraiment? It's near... Goodbye, Monsieur Lavoisier. Так, ну, вроде бы мы наконец-то поговорили со всеми. Ну, давай еще с тобой. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. I have yet to procure Monsieur Necker's bonds. You don't intend to leave them to the king, do you? No, that is out of the question. That's good to hear. Quoi qu'il en soit, if you do manage to get them, come and find me.
I found a cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment, je vous prie. I know an Antoine Francois, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momoro, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless. Even if they were armed and formed into battalions, the patriots would not be able to fight. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mention share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I am now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory, and that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. Come now, no metal is indestructible. If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Where should I start looking? Start by poking around the factories near Monsieur de Vaucanson's workshop. That's where the automats were forged. I'd wager the lanterns were made there as well. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Вроде бы со всеми. У меня еще висит задание. Так, этот есть. Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? Так, давай с тобой. Aegis, a word, s'il vous plaît. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Merry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Do the four names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Давай с тобой поговорим. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre,
to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between two planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear Роботов они себе захотели. Роботов. slaves to force them to toil day and night without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. It is true that every reform must be approached with prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land? Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. Так, с кем я еще не говорил? Я так понимаю, остались последние двое. Ну, давай посмотрим, что вы мне скажете. I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather, the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Mon Dieu. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true,
Just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Goodbye, mon père. Остался последний. Я чувствую, что вся серия будет реально в диалогах. Боя было почти минимум. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Ну что, давай. I have not yet been able to get hold of Minister Necker's bonds. Please, don't give up. And do come back and see me when you have them. А остальное поспрашивать у I'm тебя? listening, Aegis. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Вроде бы я поговорил со всеми. И мне надоело их слушать. Надо сваливать отсюда. Так, что у нас по карте? Где у нас задание? Королева, королева. То есть надо идти... Понятно. По каждой карте, выполняя каждое задание. Ну, пойдем доложим королеве о своих находках. Так. Ну что, в дом инвалидов? Найдем порох, потом сходим к королеве. И так будем потихонечку двигаться дальше. Надо бы хотя бы успеть еще пару заданий выполнить. Было бы неплохо. Я думал, я уже на эту локацию не вернусь. Вы мне каждый раз подкидываете что-то новое, чтобы заставить меня. Видимо, локаций действительно не так уж и много, чтобы... Так, добраться со склада, узнать состав сплава. Даже 2 задания у нас здесь. Ну, давай осмотримся. Так, чугун. Так, ну тут бы вроде бы все осмотрели. Наверх я подняться не могу. А, то есть у нас булава всегда на руке? Я только сейчас это заметил. Неплохо. Так, узнать состав сплава. Ну, надо бы. Закрыта дверь, закрыта. Больше я тут ничего не могу изучить. Barrels were stored here and rolled away. These grooves prove it. Раз задание больше не висит, значит пойдем узнавать состав сплава.
Ай, как я это буду делать и каким образом, я без понятия. Да стреляй, сколько тебе влезет. Я просто пройду мимо. Так, у нас 100... Так, надо бы подняться наверх, да? Я так полагаю. Ай. Ах ты ж мать вашу... Блин, неудачно. Надо вернуть компас в руки. Хотел, значит, пробежать по-быстрому. Но пробежать по-быстрому не получилось. Так и есть. Мимо. А вот я попаду. Все, отдыхай. Так, 50 метров осталось бежать. Ну, пошли. Посмотрим, что, куда и почему. Блин, это ж через верх опять идти, да? Тут вроде мобов не должно быть. 17 метров. Мы почти пришли к месту назначения. А вот тут сверху меня уже будут ждать. Все. Так, на этой карте вроде больше заданий нет, значит отсюда можно смело сваливать. Не вижу смысла больше здесь находиться. Теперь бы добежать только до телеги. Нет? Ай. Зашибись. Застрял в текстурах. Ладно, ну убей меня хотя бы. Раз я не могу вылезти. Ну выбей меня с этой катавасии. Ой. Премного... Впервые рад, что меня побили. Впервые. Так. Так, аптечка. И возвращаем компас в руки. Так, здесь, мне кажется, уже бежать не так далеко. Не хочу я с вами воевать, мне просто надо пройти мимо. Все, промазал. Все. Заданий здесь больше нет на этом куске карты. Можно отсюда сваливать. Наконец-то. Слава тебе, Господи. О, переписка. Ответить. И ответить. Так, переместиться. Ну, давай вот сюда пойдем. Почему бы и нет. По времени вроде укладываемся. Еще одно задание выполним, будет хорошо. Хотя бы будет что-то помимо этих гребаных диалогов. Которые анимированы, ну, довольно-таки посредственно. Боевка ничего, боевка мне плюс-минус нравится. Особенно с оружием. Гранаты, которые прям ульта-ультой. Если у тебя их нормальное количество. А вот диалоги немножечко тупенькие. Прям, ну... Так, у нас 2 задания. Ну, пойдем, давно мы здесь не бегали. Лежи, отдыхай. Теста, ты мне что-то... Оба что-то дали? Патроны. Неплохо. Я уже даже патроном рад.
Так, все. Не-не-не-не-не-не. С тобой я общаться не хочу. Мне просто надо залезть наверх. Пусти меня. Все, есть. Немного сократили путь. Ой, я не думал, что здесь что-то лежало. И куда нам? Так. Ну чё ты так от меня прыгаешь? Хорошо же общались. Блин, выносливость закончилась. Ровно... Вот обычно ровно удара не хватает. Сколько бы ни было выносливости, не хватает обычно всегда одного удара. Все, отдыхай. Ты отдыхаешь, и я теперь могу открыть себе путь дальше. Какая ляпота? Ничего не скажешь. На себе под жопу. Отдыхай. Блин, этот вылез. Ну чё ты стоял бы там, я тебя бы со спины бы пришел, добил. Нет, не хочешь? Ну и ладно, не хочешь, так не хочешь. Что ты мне хоть дашь? Патроны. Ну, полезли наверх, деваться нам все равно особо некуда. Нам надо как минимум дойти до следующего. Лежи, отдыхай. Так, с тобой мы разобрались. Теперь давай вот с тобой пообщаемся немножечко. Сейчас же ударит. Блин. Все, ты умер? Нет? Обычно. Опять удара ровно не хватило. Ну, на... У ворот. Давай, нам всего лишь удар надо нанести. Так, аптечка. Так, пособирали. Так, куда нам дальше? В принципе, недалеко нам дальше. Надо бы дождаться, пока вон тот с электричеством отойдет, чтобы со спины добить вон того мелкого. Так, а у меня есть какие-нибудь гранаты? Ну, ледяные есть. Так, все, есть, получай. Блин, выносливости не хватило, чтобы отойти. Давай, бей. Отошли. Блин, не успели отойти. Вот это было больно. Это было больно и не входило в мои планы. Так, с тебя выпало немножечко патронов, с тебя тоже. Так. Основное задание сюда. Подождите, может быть здесь где-то ворота открыть сможем или еще что-нибудь? Нет? Ну, нет так нет. Пошли наверх. Я туда не долечу. Максимум, что я могу, это попасть сюда. И все. Туда надо перепрыгивать. Так, давайте посмотрим, что у нас по инвентарю. Так, есть какие-то гранаты. Но эти у меня уже стоят в обращении. Еще ли... Что, только ледяные? Ну, ладно, давай ледяными будем юзать. Так, давай начнем с малых гранат, так сказать.
Так, переключайся на другой тип оружия. Давай еще раз. И отходим. Мимо. Так. Блин, надо гранаты взять. Мимо. Но сейчас я тебя добью этим ударом. Все, я остался мелкий. А ты куда отходишь от меня? Блин, это было больно. Давай, подходи. Ну чё ты отходишь? Ну, алло, Вася. Все, отдыхай. Фух, двоих добили. Хотя, если честно, с ними можно было и не воевать. Так, давай, давай, прыгай, прыгай, отлично. Документы. И сундук. Так, а что у нас в сундуке? Даже интересно. Оружие, доспехи. А это интересненько. Давай-ка посмотрим. Ну, выглядит неплохо. Но одевать я, конечно же, это не буду. А штаны... О, нет, спасибо. Так, и оружие. Это что у нас? Мушкет. Щит, мушкет. А это королевский мушкет. А в чем у них разница? Ну... Алхимия Б. Ну, давай попробуем. Хотя посмотрим, как ты у нас будешь прокачиваться. А потом мы уже поймем, что, куда и почему. Так, все, отсюда надо сваливать. У нас задание выполнено. Надо дойти до ближайшей точки отдыха. И оттуда уже двигаться дальше. Чуть не оставили боеприпасы. Ай, ну блин, ну так же хорошо перепрыгнул. Практически. Давай еще раз. Так, и все, нам бежать куда-то вот в ту сторону надо. Ну, побежали. Ну, блин, ты долго будешь за мной бежать? Но я не хочу с тобой общаться. Ты некрасивый. Так. И чё, здесь тупик? Но я же явно спрыгивал сюда. Неужели надо искать какой-то другой обходной путь? А телега-то у нас тут рядышком. Да отстаньте вы от меня. И куда же мне? Отсюда можно, так сказать, убежать. Непонятно. Ну давай заберем сокровища. И снова куда-то побежим. Так, отсюда у нас нету. А, у нас есть ворота.
Так, отойдем, надо полечиться. Так, один готов. Так, ну по кому-нибудь в такой толпе я все равно попаду. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Нет, вы там между собой не хотите повоевать? О, отлично, это было неплохо. Ну давайте, вас там чуть-чуть осталось-то. Вот ледяной бесит. Блин, я потерял жизнь. И сюда все равно идти теперь за деньгами. А оно мне надо. Я не знаю, сколько у меня там денег было. Ай. Так, ну давайте сегодня тогда на этой печальной новости заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на соцсети YouTube, ВК и Xeon. И увидимся в следующей серии.